Ты не живешь в реальности, ты живешь в иллюзии, которую сам создаешь каждый день. И если ты досмотришь это видео до конца, ты уже не сможешь смотреть на жизнь как раньше. Потому что есть одна вещь, которую почти никто не замечает. Тебя ранит не то, что происходит вокруг, тебя ранит то, какой смысл ты этому придаешь. И в этот момент ты перестаешь видеть реальность. Ты начинаешь видеть только то, что происходит у тебя внутри. И именно так работает майя. И самое опасное, ты даже не замечаешь, в какой момент начинаешь в это верить. И в этом состоянии человек может прожить всю свою жизнь, так и не поняв, что он ни разу не видел реальности таковой, какая она есть на самом деле. В Древней Индии это состояние называли всегда одним словом – майя. Но майя – это не просто иллюзия. Это не что-то такое далекое и абстрактное. Это как раз то, через что ты прямо сейчас смотришь на этот мир. Даже тот, кто знал об иллюзии все, однажды полностью снова в нее поверил. И это касается не только обычного человека, не только тех, кто ищет, сомневается или только начинает свой духовный путь. Даже те, кто глубоко погружен в знания, даже великие мудрецы, даже те, кто, кажется, уже вышел за пределы иллюзии, могут однажды снова в нее поверить. И сегодняшний рассказ как раз о таком великом мудреце, который был уверен, что уже вышел за пределы майи. Его звали Нарада. Это был не просто риши, это был сын Брахмы, странник между мирами, тот, кто свободно перемещался между богами и людьми. Он появлялся там, где все казалось бы уже понятным, и задавал вопросы, которые все переворачивали. Иногда его называли даже провокатором, потому что он мог запутать, столкнуть, нарушить привычный порядок, но всегда ради только одного, чтобы человек увидел истину. И при этом, куда бы он ни приходил, он повторял «Нарайна, Нарайна», то есть воспевал имя своего любимого бога Вишну. Он жил этим, он дышал этим и был абсолютно уверен, что майя больше не имеет над ним власти. Находясь в этом состоянии полной уверенности, он обратился к своему богу Вишну. Не с просьбой, не с сомнением, а с откровением. Он хотел поделиться с тем, что понял, что майя больше не имеет над ним власти. Вишну явился ему там же на его пути. Он выслушал его и улыбнулся. Не споря, не переубеждая, а просто сказал: «Что ж, возможно, ты прав. Но прежде чем мы продолжим этот разговор, сходи в соседнюю деревню и принеси мне воды. Я останусь. Я жду тебя здесь». И Нарада пошел, не сомневаясь, не задавая вопросов, даже не подозревая, что в тот самый момент он уже переступил границу и оказался внутри майи. Он быстро дошел до деревни, подошел к первому дому и постучал. Дверь открылась, и на пороге стояла девушка неописуемой красоты. Всего один взгляд, и в одно мгновение он полностью в нее влюбился. Все, что было до этого, исчезло. Он словно растаял, утонул в ее глазах. Он смотрел на нее и не мог отвести взгляд. И в тот же момент он уже забыл, зачем пришел. Он остался, сначала на мгновение, потом еще на одно, а потом он просто перестал уходить. Он влюбился, женился, создал с ней семью, у них появились дети, и началась жизнь. Настоящая, живая. Они радовались, переживали. Он очень боялся потерять свою семью. Он чувствовал все, как чувствует любой человек. Прошли годы, почти целая жизнь. И в этой жизни все было абсолютно реальным. Настолько, что он больше не помнил ничего другого, кроме своей семьи. Но однажды небо почернело. Сначала оглушительная тишина, потом сильный ветер, и пошел сильный дождь. Очень быстро все вышло из-под контроля. Вода начала подниматься все выше и выше. Люди кричали, бежали, пытались спастись. И Нарада, схватив свою семью, он держал их так крепко, как мог. Но вода была сильнее. Она забрала все. Сначала его дом, потом детей и потом ту женщину, которую он так сильно любил. Горе полностью сковало его. Он кричал, но уже не мог ничего изменить. Он не смог спасти свою семью. И в какой-то момент он остался один. И тогда он закричал: «Почему? За что?» И в этом крике он вспомнил имя своего бога Вишну. В порыве отчаяния он потерял сознание и провалился в пустоту. Когда он открыл глаза, он понял, что лежит на песке
той самой пустыне. Перед ним стоит Вишну, спокойный, неподвижный, как будто ничего не произошло. И, едва улыбнувшись, тихо спросил его: «Где же та самая вода, которую я здесь так долго жду? Я уже полчаса тебя жду». И в этот момент Нарада понял: все, что он прожил, и была Майей. Он чувствовал, он любил, он страдал, но он забыл, зачем пришел. Он медленно поднялся и, осознав свое заблуждение, смиренно склонился перед Вишну. Без слов, без оправдания, только с пониманием. Он думал, что вышел за пределы Майи, но на самом деле просто перестал ее замечать. И именно в этом ее сила. Она не выглядит как иллюзия, она выглядит как сама жизнь, как любовь, как привязанность, как страх, как смысл. Настолько настоящая, что ты забываешь, кто ты есть на самом деле. И, возможно, ты прямо сейчас живешь в такой же иллюзии, где все кажется абсолютно реальным, где ты радуешься, боишься, теряешь и не замечаешь, как забываешь, зачем пришел в эту жизнь. И, возможно, тебе стоит задать себе самый важный вопрос: готов ли ты открыть глаза и увидеть ту самую свою пустыню?